Всем привет, здравствуйте, меня зовут Руслан, я представляю канал на ютубе «Московские губки». Друзья, мы продолжаем наш рассказ о новом для нас виде живого корма – червячке Изи, о котором мы рассказывали в первой части. С тех пор прошло уже 2 недели. Напомню, что мы тогда закончили наш ролик с просьбой помочь нам идентифицировать этого червячка, чтобы понять, кем мы собираемся кормить наших рыбок. И надо сказать, что на нашу просьбу откликнулось несколько подписчиков нашего канала, за что им большое спасибо. Ну и, конечно, кроме этих отзывов, мы тоже не теряли время, собирали информацию среди наших коллег, на птичьем рынке также. Я беседы проводил с ребятами, которые занимаются уже червячками, живыми кормами. Ну еще мы что сделали? Мы также подготовили небольшой ролик с видеоматериалами по Изи и отправили их на специализированные группы и кафедры института по нематологии. Но, к сожалению, практическая польза от этого не получили. Вот вы сейчас видите этот ролик. Там нам либо промолчали, либо ответили, что они не знают, кто это. Поэтому еще раз просьба, друзья, если у вас есть знакомые зоологи, дайте, пожалуйста, ссылку на этот ролик и напишите, пожалуйста, мнение специалистов в комментариях. Таким образом, если собрать все те сведения, которые мы получили от наших зрителей и коллег, то вырисовывается следующая картина. Изя – это червяк-трубочник, который относится к роду кольчатых малощетинковых червей, так называемые олигохеты. Приходилось еще слышать, что его называли тубифекс. Но на самом деле тубифекс – это латинское название того же трубочника. К сожалению, более точно идентифицировать нам его не удалось по причине того, что те же олигохеты имеют несколько сотен подвидов, а трубочник – несколько десятков. Но на самом деле, уже зная, что все-таки это трубочник, как говорится, можно двигаться дальше. Еще очень интересная информация об Изи была следующая. Говорили, что этот вид трубочника был специально выведен в СССР для заселения на очистных сооружениях, ТЭЦ, ну и других подобных объектов. Потом он каким-то образом, скорее всего, вместе с нашими соотечественниками, аквариумистами, эмигрировал в Израиль. И уже там местные любители аквариумных рыбок адаптировали его способом домашнего разведения. Такую версию подтвердил один из зрителей нашего канала, Дмитрий, который сейчас проживает в Израиле. Что еще нам удалось узнать? Итак, червячок Изи размножается только половым путем, откладывая яйца в коконы. Вот на этих фотографиях вы видите эти коконы. В каждом коконе содержится несколько яиц. Например, вот на этом видео нам удалось насчитать в одном коконе 15 яиц. В свою очередь, червяки стараются уложить эти коконы в виде гроздей на стенках контейнера или по краю губки. Гроздья коконов чем-то напоминают кладку улиток ампулярий. К сожалению, наш первоначальный энтузиазм по поводу скорости размножения этого трубочника несколько охладили те аквариумисты, которые имеют опыт разведения этого червя. Они практически выразили одно общее мнение, что Изи размножается не очень быстро, и время по удвоению колонии может занимать до 3 недель. Почему же он у нас размножился столь стремительно в первой губке? Ответа у меня до сих пор нет. Почему я говорю о первой губке? Потому что мы тоже не теряли эти 2 недели даром и решили провести с Изи эксперимент. Что это за этот эксперимент, вы сейчас увидите на своих экранах. Будет небольшое включение. Друзья, сегодня небольшое включение. У нас уже червячок Изи 10 дней. Вот, и он размножился. И мы с Юлей решили провести небольшой эксперимент. Мы его хотим заселить на новые губки. Мы вот, пожалуйста, посмотрите. Мы подготовили новый контейнер. Вот он. Здесь 2 губки. Они уже промочены, то есть мы воздух прогнали из него, замочены, все, чуть всплыли, как всегда, вода налита, как положено. И теперь мы сейчас будем делать следующее. Я буду брать ровно то количество. Вот Изя, посмотрите, сколько его уже стало. Руслан, я сейчас еще свет включу. Ой. Вот. Смотрите, сколько его стало. Вот, да, все, я включила. Да, я сейчас буду брать ровно то количество Изи, который я покупал на рынке. Вот, то есть столовую ложку. И разложу на новые губки. Вот, смотрите, он прям цепляется. Не хочет уезжать. Он еще, кстати, смылся, пока Да. ты его нес.
Смотрите, он такой. Вон, да, сейчас То есть это не как валофрон консистенция, вот такой, вот как у трубочника, реально. Он еще пузырится Да. почему-то. Теперь вот этого я соберу. Вот все, что с поверхностью. Смотрите, какой упал крупный. червяк. Да, сейчас отсюда еще соберу. Но он вылезет, самое интересное, его через... Ну 2 смотрите, дня будет сколько набрать не получилось, столько он цепляется очень крепко. Там еще осталось, посмотри. Ну давай еще чуть-чуть. Давай-ка еще попробую отсюда собрать его. Ну, короче, получилось где-то 2/3 столовой ложки туда и туда. Ну Вот да, такая то есть вот- поменьше, да, чем ты Да, брал да, культуру? поменьше, 2/3 столовой ложки. Я брал 1 чайную полную. Не чайную, а столовую да, ложку. извиняюсь, столовую, да. Вот, смотрите, две губки на двух. На салфеточку положи Да. ложку. Теперь смотрите, чем эксперимент мы хотим сделать. Мы одну губку будем, которая находится изи, будем кормить вот этой морковкой тертой. То есть еще мы исходим. Нам говорили, что он ест все, абсолютно все. Вот мы хотим проверить. То есть мы обычно кормим только вот такой овсяной мукой. Вот. Ну вот оно. Да. Вот. Но сейчас, опять же, на одной губке мы будем кормить морковкой тертой, а на другой традиционно овсяной мукой. И посмотрим результат. Вот я сейчас его возьму для кормления. Немножко. Посмотрим. Мне кажется, еще надо Да, больше, да, что-то сейчас совсем-то мало. Ну да, она не вот проходит. так. Вот так, ничего страшного. Ну, в холодильник потом просто. Да. Вот так Вот, сверху да. положим. Мгм. Так. Вот так, пожалуйста. А тут я просто овсянки чуть-чуть, как обычно. Мгм. Вот. Ну и тот, который остался, тоже покормим. Ну, всё, он куда-то убежал, Руслан. Он И в он кухню сегодня залез. же утром было очень много. А сейчас ты его пока нес на кухню, а он уже куда-то смылся. Ну вот, в принципе, друзья, будем смотреть дальше. Руслан. Следующее включение, Юля, я думаю, сегодня 10-й день, да, а мы, как говорили, через 2 недели. Ну, давай через недельку еще, 7 дней он поживет у нас еще. И через 7 дней мы снимем, наверное, уже итоговый ролик. Да, я думаю, да. Получается 17 дней, 2,5 недели. Ну, это нормальный срок. Прошло 10 дней после начала этого эксперимента, и есть первые его итоги. Давайте откроем контейнер с новыми губками и посмотрим, что там происходит сейчас. Первое, что я вынужден констатировать, это что действительно, после того, как мы пересадили часть колоний в другой контейнер на новые губки, скорость роста новых колоний оказалась не столь быстрой, как мы ожидали. Колония развивается, но не столь стремительно, как это было в первом контейнере. Вот этот контейнер. Здесь, как вы видите, у червячка все отлично. Он восстановил свою популяцию, хорошо развивается, прекрасно себя чувствует и активно откладывает яйца в коконах. Второе, на что я хочу обратить ваше внимание, что червячок и на овсяной муке, и на морковке развивается достаточно хорошо. Наш зритель из Израиля, Дмитрий, который имеет большой опыт содержания этого червячка, также рекомендовал нас кормить изю сырой морковкой, капустой, салатиком, ну и, может быть, еще какими-то видами сырых овощей. Кроме рекомендаций по рациону питания, Дмитрий дал несколько советов, как лучше содержать данного червяка, чтобы он хорошо себя чувствовал и развивался. Итак, что рекомендует Дмитрий? Дмитрий рекомендует культивировать изю на мебельном синтепоне. Сам контейнер должен быть объемом не менее 30 литров и иметь высокие борта. Синтепон надо вырезать по размерам дна контейнера. Такие размеры синтепоновой губки позволяют маточным червякам подниматься на борта контейнера и откладывать там свои яйца. Вот, друзья, на этих фотографиях вы видите, как выглядят эти яйца. Нам удалось снять их в хорошем разрешении. Рекомендуем вам быть очень осторожным при смене воды и стараться не смывать этих червяков и их яйца из контейнера. У нас есть еще один контейнер, в который мы обязательно уложим мебельный синтепон по методике, предложенной Дмитрием, и продолжим наш эксперимент с разведением червяка изи. Теперь поговорим о том, как кормить этим трубочником аквариумных рыбок. И здесь я хочу обратить ваше внимание на один очень важный момент. Длина этого трубочника, его взрослой особи, достигает 5 сантиметров. Мы выловили одного такого червяка и специально его измерили. Его длина составила 3 сантиметра, но, скорее всего, он еще просто молодой.
Поэтому, так как наши рыбки-гуппи не относятся к крупным аквариумным рыбкам, то, конечно же, прежде чем скармливать его рыбкам этого червяка, его лучше порубить. Но если у вас более крупные рыбки, например, меченосцы, малинезии, пиццилии или велиферы, то, наверное, червячка можно и не рубить. Кстати, один из наших зрителей рассказал, что он кормит изи своих сомиков-коридоросов перед нерестом. Он бросает определенное количество червя в аквариуме, там они сплетаются в комочки, и коридоросы поедают их какое-то определенное время. Изи способен жить в аквариуме довольно-таки продолжительное время. Еще одно очень важное обстоятельство. Для кормления нельзя брать червяков, которые оккупировали борта контейнеров. Как я уже говорил, это маточные черви, которые откладывают яйца. Для кормления лучше брать червей с поверхности губки. Вот это имейте в виду тоже. Сейчас Юлия попробует в первый раз покормить трубочником наших гупешек. Для этого ей понадобится стекло и скребок, которые используют для чистки керамических плит. В нем установлено обычное двухстороннее лезвие. Также нам понадобится пинцет и мерный стаканчик. С помощью этого скребка и на этом стекле Юлия рубит червячка для наших гуппи. У червя она набирает мерный стаканчик и уже из него кормит рыбок. Это крестовые самки, и им всего лишь 1,5 месяца. Обратите внимание, что порубленный червячок уже не шевелится, в отличие от того же аулофоруса, который в аналогичном состоянии продолжает подавать признаки жизнедеятельности. Кроме того, изя сразу же идет ко дну, в отличие от той же артемии или аулофоруса, которые при кормлении гораздо больше времени остаются в средних слоях аквариума. Эти рыбки в первый раз едят изю и не привыкли брать пищу со дна, это заметно. Но все равно, как видим, они все же его находят и поедают. В общем, по первому впечатлению червячок изя нашим самкам понравился. В заключение я бы еще хотел обратить ваше внимание на следующее обстоятельство. В первом ролике в комментариях я ответил одному из наших подписчиков, что изи не так специфически пахнет, как тот же аулофорус. Но должен сказать, что мы немного заблуждались, мягко сказано. Я по привычке, как и с аулофорусом, оставил изю в закрытом контейнере, без всяких продухов. Я это делаю с аулофорусом, чтобы предотвратить попадание в контейнер мошек и мух, которые, если попадут в губки, то потом от них избавиться практически невозможно. По крайней мере, это большая проблема. И хотя нам говорили, что в отличие от аулофоруса изя ест все, что попадает в контейнер, в том числе личинок мух, мы все же закрыли контейнер. Так вот, когда перед заменой воды я открыл этот контейнер с изи, то оттуда пошел такой плотный приторный запах, что даже я, насколько привычен к разного рода ароматам, и то не выдержал и быстренько вышел из аквариальной. Что ж тут говорит про Юлию? Она и с аулофорусом там с трудом воспринимает. И этим аулофорусом занимаюсь только я. В общем, после такого плотного амбре мы даже задумались, а не отказаться ли нам от изи совсем. Но после того, как мы перестали плотно закрывать крышку контейнера с изи, такая проблема перестала нас тревожить. Да, запах все же присутствует в контейнере, но не настолько плотный. Так что учтите этот момент, если вы решили приобрести в качестве корма для своих аквариумных рыбок эту культуру. В общем-то, друзья, мне добавить вышесказанному больше нечего. Наш эксперимент с изи будет продолжен, и по прошествии определенного времени мы снова вернемся к нему и расскажем о его результатах. А на сегодня у меня все. Всего вам доброго и до новых встреч на канале Московские Гуппи.